Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Иностранцы о России». Подписывайтесь, ставьте палец вверх. Ну а мы начинаем. Украинец в шоке от бедной России. Комментарии крымчан, дончан, украинцев и иностранцев. Нашел на просторах YouTube-канала живущий в России украинец. Сам блогер написал о себе так. Езжу по России и снимаю про это простые ролики. В Россию я переехал из Украины и рассказываю и показываю про это. Моя цель – это доехать до Камчатки, проезжая все крупные и малые города. Ну, друзья, всех приветствую на своем канале. Как обычно, сегодня у нас с вами такая жизнь в Мордоре. В конце уходящего года, как говорится. Сейчас поглядим, что здесь да как готовятся орки к Новому году. Готовятся ли они вообще. Но, тем не менее, посмотреть здесь есть на что. Как отдыхают орки. Сегодня будний день. До Нового года меньше недели. Сегодня будем глядеть, а как там живет отсталая рашка сегодня. Ну, поглядим, что. На самом деле контент очень забавный. Для привлечения внимания автор использует несоответствующие термины при определении России, при этом показывая достижения страны. Очень интересны комментарии, которые развивают в пух и прах пропаганду украинских СМИ. Комментарии. Я из Крыма. После присоединения нас к России в 2014 году впервые поехала на материк. Была в шоке от увиденного. За более чем 20 лет в Украине ничего, кроме заправок и коммерческих аптек, построено не было. Ничего. Не поверите, плакала, когда смотрела на ухоженные поля Краснодарского края. Дороги, стройки. Теперь это была и моя родина. Я горжусь своей страной и своим президентом. Из разрухи 90-х годов президент Путин поднял Россию до нынешнего уровня. Уважение президенту Путину и здоровья. Я живу очень давно в Берлине. В Европе такие красоты снятся только во снах. Россия – лучшая держава. Я с Украины специально поехала в 2018 году в Вязьму к друзьям, чтобы побывать в Москве и своими глазами увидеть, как теперь живет Россия. Много видела, но хочу сказать о ВДНХ. Был конец сентября, цвели розы и много других цветов у каждого павильона. Чисто, красиво, все ухожено, и уже ближе к выходу я увидела величественный, белоснежный, с золотыми статуями и гербом на крыше павильон. Мне сказали, что это павильон моей страны, Украины. Я стояла, и слезы просто лились. Никто его не обливал смолой, не выбивал стекол, не оббивал стены. Наоборот, красивые клумбы с цветами и ухоженная вокруг него территория. И еще обратила внимание, что не меняли названия улиц и площадей. Есть улицы Ивана Франко, Леси Украинки, площадь Шевченко и еще много чего в честь украинских деятелей культуры и искусства. Моя поездка лишний раз убедила меня, что очень многие или просто врут от зависти, или им за это платят. Я с Севастополя. В 2012 году нас отправили в поездку с детьми в Москву на День защиты детей 1 июня. Плакала все дни от увиденного на Красной площади. Просто опустилась на колени. Экскурсовод выслушал меня о том, чего нас лишили и от чего оторвали все эти годы. И жили мы, как в пещере, не уставая любить Россию. Господи, Владимир Владимирович, спасибо за 2014 год. 8 лет горжусь тем, что я россиянка с паспортом России. Спасибо. Привет из Украины. Россия очень сильно ушла вперед от Украины за последние 10-12 лет. Просто семимильными шагами. Да и Европа уже во многом осталась позади России. Жил и работал в России с 2008 по 2017 год. Все своими глазами видел. Люблю Россию и людей там живущих. Настоящие, душевные, порядочные в большинстве своем. Для нас, словаков, непонятно, почему существует конфликт между Украиной и Россией. Я рад, что среди украинцев есть и нормальные люди, которые понимают, что война идет только на пользу западным странам. Приветствую славянских братьев. Мы переехали в 2014 году из Донецкой области. Живем и работаем в Москве. Лучший и красивейший город планеты Земля. Спасибо матушке России и красавице Москве за положительные эмоции. Каждое воскресенье в практически любую погоду гуляем и познаем, и наслаждаемся красотами.
Несколько лет назад мне случайно попался ролик парня с Украины, который впервые попал в Москву и пребывал в полнейшем шоке. Простите меня за тавтологию, но я была в шоке от его шока. Это что же такое надо внушать народу, чтобы они на полном серьезе думали, что мы тут в каком-то каменном веке и живем чуть ли не в землянках. А еще парнишка был поражен, что может разговаривать на своей родной мове, и никто даже внимания не обращает. А его пугали, что будут притеснять и бить на каждом шагу. Спасибо вам за видео, спасибо за правду. Я не из России и не из Украины, но аж слезы наворачиваются. Люди, вы, пожалуйста, цените, что имеете. Спасибо автору ролика, что говорит правду. Я живу в Германии уже 18 лет. Такого у нас нет. Немцам до таких детских площадок никогда не дорасти. Детские садики и школы – это полный отстой. Очень отличаются от России. Я долгое время не была в России, и когда я приехала в 2018 году в Самару и Москву, была, честно, очень удивлена. Какой сервис, какое отношение, все просто на высоком уровне. Темп жизни просто класс. А люди какие все красивые. Благодарю вас, добрый, искренний человек, за видео о России. Мне уже не верилось, что такие люди есть среди украинцев. Именно такие, как вы, родные наши украинцы. Именно с такими, как вы, мы разделяем боль и скорби. Большая вам благодарность еще раз, так как сил больше нет видеть тот маразм и вранье, которые распространяют о России. Живу в Германии уже 21 год. У нас есть такие площадки, но платные. Их не так-то уж и много, и построены для детей как центры детского досуга. Но этот досуг стоит приличных денег. Россия самая лучшая, это я знаю точно, и люди самые лучшие. Когда возвращалась из Европы в Москву, каждый раз сердце радовалось от гордости за любимый город. У нас лучше в 100-500 раз. Была во всех странах Европы, поэтому мне есть с чем сравнивать. Да и в целом Россия выглядит очень красиво. Новые дороги, мосты, развязки, порядок в городах, хороший транспорт. Хают России только те, кто здесь не был. Как же я скучаю по всему этому. Живу 7 лет в Рио-де-Жанейро, и здесь свои красоты, но за очень приличные деньги, или как можно дальше от больших городов. Рад за Россию, привет из братской Беларуси. О Пионерском. Прекрасный городок, хотела бы жить там. Живу в Калифорнии, в маленьком городке, и ничего даже похожего у нас нет. Даже на Новый год не поставили елку. Одним словом, болото. Представляю, как там красиво летом. Друзья, всем спасибо за просмотр и до новых встреч!